в разное время YouTube популярны разные ниши. И самое важное, если хотите зарабатывать с YouTube, то важно выбрать ту нишу, которая потенциально может принести вам миллионы просмотров, соответственно, миллионы доходов. Есть ниши, так называемые Evergreen. Это ниши, которые актуальны сегодня, завтра и, возможно, через 5 лет. Я люблю и рекомендую запускать только такие ниши, поэтому, к примеру, ниша Bushcraft одна из таких. Но если посмотреть на большинство видео таких, они очень сложные для создания. Сделать какую-то постройку занимает время, таких видео ты много не выпустишь. Но, к примеру, сделать в формате шортцов, наверное, мог бы каждый. Причем делать какие-то несложные лайфхаки, которые реально могут давать результат. Создавать YouTube Shorts относительно несложно. Поэтому давайте с вами сейчас рассмотрим канал, который потенциально может набирать миллионы просмотров, а мы с вами говорим за сотни миллионов просмотров. Давайте сделаем его обзор. Поехали. Давайте с вами рассмотрим на примере такого YouTube канала, как Митра. Классный автор, я действительно просто восхищаюсь его творчеством. Самое приятное, что это автор из Украины. Я тоже, как вы знаете, из Украины, из города Одессы. И его канал просто феноменальный. Я считаю, что автор просто молодец. Чем его канал интересен? Фактически, если перейти в раздел контентных видео, у него их несколько. И все его контентные видео, по сути, это компиляция его шортцов. То есть сам по себе канал полностью собран на шортцах. Автор выпускает интересные шортцы. Если посмотреть самые популярные, мы видим шортс, который набрал 470 миллионов, 449 миллионов. Мы говорим за шортцы, которые набирают сотни тысяч просмотров. И это просто феноменально. Если мы перейдем в аналитику этого канала, мы видим следующее, что за последние 3 месяца канал набрал 629 миллионов просмотров. Это просто феноменально. И за последние 30 дней 327 миллионов просмотров. Да, это шортцы, но при таком количестве просмотров это просто феноменально. Ну и по подписчикам, видите, автор растет просто как на дрожжах. Поэтому очень классный пример канала. Я просто восхищаюсь его контентом, что еще могу сказать. Можем открыть несколько его видео. Давайте позже ролик, который набрал там 370 миллионов просмотров. Это правда, ну, реально много. Класс, правда, круто, молодец, я просто восхищаюсь автором. Если говорить по количеству контента, мы можем перейти посмотреть. В сервисе VidAI показано следующее, что автор выпустил за предыдущие 30 дней всего лишь 6 видео. Можем посмотреть, это были только YouTube Shorts. То есть автор, повторюсь еще раз, мы видим, за месяц выпустил только 6 YouTube Shorts. И при этом количество просмотров, как мы и говорили, 327 миллионов просмотров. Это просто феноменально. Если перейти более подробно аналитику, мы видим следующее. Это приблизительно показатели стран. То есть у меня нет доступа к аналитике этого автора, поэтому я могу только приблизительно знать, из каких стран его смотрят. Но приблизительно мы видим, что большая часть это США, потом Индия и еще другие страны. Причем по аудитории мы видим, что это смотрят не только дети, а в основном аудитория 25+, то есть это аудитория, где хороший RPM. И, соответственно, при таком количестве просмотров мы видим, что доход канала приблизительно где-то было $32 тысячи за последние 30 дней. При этом на лонг-видео, вот на те, которые там есть, парочку пришлись вот такой доход. Это приблизительные цифры, но здесь погрешность может быть от 10 до 30%, не больше. То есть классный пример канала, который реально стоит посмотреть и обратить на него внимание. В целом в этой нише очень большое количество каналов, тоже кому интересно, можете взять посмотреть. Это каналы как бы шортцовые, а еще есть контентные. Там просто тоже интересно. Например, еще один канал автора можно посмотреть. Тоже феноменальные просмотры. 35 миллионов просмотров за последние 30 дней и 90 миллионов просмотров за последние 3 месяца. Ну, прям вау. Но здесь автор, конечно, отличается от предыдущего, потому что здесь автор выпускает, вот он, например, за последние месяцы выпустил 9 видео. И в эти 9 видео входит, как у него вышло 2 контентных, вот, так и вышли шортцы. Если перейти конкретно в его шортс, посмотреть, то у него также шортсы набирают реально хорошие миллионы просмотров. Можем посмотреть. И если перейти там самые популярные, тоже видите, есть видео там и по 200 миллионов, по 100 миллионов. Поэтому в этой нише просмотры как бы хорошие, стоит учитывать. И есть, конечно, такой еще парень, где тоже хотел его показать. У него не совсем, конечно, Bushcraft, у него больше такие как-то лайфхаки, абсолютно различные. Но он прям такой, условно, прям лидер ниши, 32 миллиона просмотров, просто феноменально. И за последние 30 дней тоже, видите, у него 350 миллионов просмотров. За последние 3 месяца больше 1 миллиарда просмотров. И это просто вау. То есть и самые популярные видео у него, видите, у него там тоже почти 800 миллионов просмотров. Если говорить о количестве видео, то видите, за последний месяц он загрузил всего лишь 1 видео. Представьте, какой объем контента у него приходится, что он набрал 357 миллионов просмотров и при этом загрузив всего лишь один шортс. Поэтому эта ниша классная, она разгоняется. Даже если потом контент не выкладывать, то все равно будут набираться очень классные просмотры. Поэтому в этой нише точно есть доход. Если вы хотите запустить YouTube-канал, который реально будет набирать миллионы просмотров, самый простой вариант – это взять кого-то автора, скопировать его. Да, мы не говорим скопировать один в один, но мы говорим, что необходимо сделать повтор. И конкретно Bushcraft – это ниша, которая потенциально может набирать миллионы просмотров в коротких видео. И для меня всегда самая была большая проблема, как пошагово все сделать. Потому что смотришь видео, человек показывает очень много перебивок, очень много шагов. И самое важное – это видео разбить его на молекулы. Понять сценарий, как его организовать, необходимо сделать раскадровку, что необходимо купить, техническое задание на съемку.
Вопрос, это сложно? Раньше это было очень сложно. Сейчас с помощью AI это можно сделать достаточно легко. Поэтому давайте с вами рассмотрим, как мы это можем сделать с помощью Google Gemini и других нейросетей. Давайте попробуем воспроизвести видео этого автора, сделать все, чтобы вы смогли это видео снять. Я извиняюсь, если автор, вы обидитесь на то, что это я делаю. Я просто это показываю в образовательных целях. Давайте возьмем, например, вот этот вот ролик, там у нас самый популярный, давайте возьмем один из самых супер. Давайте его скопируем, нажмем копия, дальше идем в Google и напишем скачать YouTube Shorts. Так, у нас вводит сайт, ну вот можно, например, вот использовать этот вот сайт, перейдем, он у меня уже открыт, и вставляем ссылочку на наш Shorts. Нажимаем Download, и проходит какое-то время перед тем, как нам предложат его скачать. Нам предлагают уже его скачать, нажимаем Download, и сейчас видим, нам придет, мы его скачаем на наш компьютер. Мы его открываем, видим, что он у нас скачан. Супер, двигаемся дальше. Дальше нам с вами понадобится Google Gemini. Кто не знает, Google Gemini это аналог, по сути, чата GPT. В него достаточно легко зарегистрироваться. Да, вы можете там вбить просто как зарегистрироваться в Google Gemini. Соответственно, выдаст инструкцию, переходите на Google Gemini и там уже заходите. Ну, по сути, вы можете и в бесплатной версии пользоваться. Я пользуюсь платной версией, так как мы сидим, в принципе, на инфраструктуре Google, и у нас поэтому как бы корпоративно. У него есть несколько режимов. Здесь вы можете выбрать любые режимы. Ну, вот режим Pro, это тот режим, который вам будет нужен. Мы берем ваше скачанное видео, вот оно у нас скачано, и, соответственно, загружаем в ваш чат. Вопрос, какую модель выбрать. Можете выбрать модель думающая. Мне нравится модель Pro. Она самая классная. Что самое интересное, вы можете в чат одновременно загружать не одно видео, а 10 видео. И если вы будете загружать чат, к примеру, там, у меня некоторые моменты, потому что надо понимать, что на разных аккаунтах у Google Gemini разный функционал. То есть он иногда делает чуть больше, иногда дает чуть меньше, потому что же мы все находимся в эксперименте Google, и наши данные помогают его обучать. Так вот, к примеру, если он по умолчанию 10 файлов можете спокойно приложить. Если вам необходимо приложить больше файлов, он не дает, вы можете сделать архив, в него загрузить там 30 файлов, спокойно добавить сюда и сделать. Почему эту работу не делать, к примеру, в ChatGPT? Можно, но наш опыт показывает, что конкретно вот эту штуку, анализ видео, Google Gemini делает гораздо лучше. И теперь мы пишем промпт. Промпт достаточно такой вроде как объемный, то есть мы загрузили видео и пишем, что да, можешь, пожалуйста, сделать распознание этого видео покадрово и рассказать, о чем это видео, отдать его мне, отдай его, пожалуйста, мне в формате сценария и, соответственно, с раскадровкой. Опять же, смотрите, это промпт очень абстрактный. Я на самом деле особо ничего не выдумывал, я просто написал свои мысли. Если вы не знаете, как написать промпт, просто скажите ChatGPT или Google Gemini, какая у вас цель, надиктуйте, он вам сам даст промпт. Возможно, если вы это сделаете, ваш промпт будет еще более сильный. У меня такой базовый промпт, но даже этого уже вполне хватает. То есть загрузили видео, нажимаем отправить, ему необходимо какое-то время на анализ. Это может быть от нескольких там, секунд до нескольких минут. Что самое интересное, вы можете загружать ролики до 30 минут, а на платной версии там можно загружать видео и до часа. То есть у нас, допустим, ну, так как мы сидим на платном тарифе, будет очень классный результат. Значит, вот мы полностью получаем инвентарь и реквизит. То есть я даже это видео до конца не смотрел, мне не суть важно. Это вот локация полностью дает готовый сценарий, план действия. У нас есть основа. Теперь у нас необходим инвентарь, мы четко понимаем, что купить. Соответственно, полностью сценарий, учитывая, что это видео кто-то будет снимать, возможно, то нам необходимо подготовить, соответственно, техническое задание для того человека, который будет снимать. И мы, соответственно, пишем промпт, подготовь, пожалуйста, техническое задание для оператора. Все, сейчас с вами получим техническое задание для оператора, которое можно скопировать. Причем, в чем большое преимущество Google Gemini, что вот все, что он вам здесь отдает, вы можете легко экспортировать в документ. Причем в один клик вы нажали, и все. Сейчас у вас автоматически это все полностью перейдет, вот, все, вы открываете документ. Основное, наверное, большое преимущество работы с Google Gemini в том, что у вас нет отдельной там Google таблицы, там, что такое, у вас все в одной инфраструктуре. Вот у вас, по сути, готовый инвентарь. Супер, теперь, соответственно, вы попросили техническое задание для оператора, вы его получили, фокус на баночке, что ему необходимо будет снимать, и также можете все спокойненько экспортировать в документ. Дальше просто копируйте и скидывайте ему. Идем с вами дальше. Теперь вам необходимо сделать раскадровку, потому что само по себе техническое задание этого недостаточно. Вы можете теперь попросить его следующий. Это сделай, пожалуйста, более подробную раскадровку в формате сториборда, покадрово, чтобы он был разбит, к примеру, на 8 шагов. Но видите, здесь у нас 7 шагов, поэтому давайте разобьем на 7 кадров. Ну, потому что у нас их 7. Если у вас будет там 8, то надо 8. Сейчас нам необходимо здесь включить изображение. Это очень важно, потому что таким путем мы сможем визуализировать это все в картинку. То есть в чем большое преимущество Google Gemini, то у вас полностью тут есть, сразу можете тут и видео создать, и музыку, и, ну, в общем, много возможностей, но сейчас это для вас второстепенно. Мы берем, делаем нано-банана, отправляем, и теперь мы с вами получаем storyboard. То есть, что мы сейчас с вами сделали? Вы увидели какое-то классное видео, такие, вау, я хочу его повторить. Вы это видео скачали, дальше в это видео закинули
получили подробную раскадровку, какой необходим инвентарь, покадрово, что в этом видео конкретно необходимо показать, сделали ТЗ для оператора, и дополнительно, кроме этого, можете еще ему приложить и storyboard. Видите, он это все написал, это все, конечно, прекрасно. Бывает такое, что он дотупит. А теперь покажи, да, сделай, пожалуйста, подробную историю storyboard. И вот мы получили с вами storyboard классный, то есть что написываешь, да, вот можно с вами даже посмотреть видео, видите, он моет, у него это падает, дальше он говорит, о, надо мне, короче, там нарезать, он берет его, нарезает, складывает, потом, когда хочет мыть, достает кусочек, моет, все, и все выглядит круто. То есть таким путем вы достаточно легко для себя можете видео проанализировать, сделать сценарий, собрать инвентарь, полностью сделать раскадровку, техническое знание для съемки и, соответственно, даже storyboard, который тоже можно показать. Итак, что у вас сейчас есть на выходе? У вас есть сценарий, причем полный, расписанный, что необходимо снимать. Второй, у вас есть раскадровка. Тот человек, который будет снимать, он понимает, как необходимо поставить камеру. Третье, у вас есть полностью инвентарь, что необходимо купить. Мало того, нейросети конкретно могут помочь вам это все правильно собрать. То есть у вас есть понимание, что снимать, где купить, как это все необходимо организовать. Вы можете снять это все самостоятельно, найти какого-то актера, его снять, либо найти воркеров. Кто такие воркеры? Воркеры — это люди, которые за деньги выполняют нужные вам задания. И неважно, вы можете на самом деле находить воркеров из разных стран, давая абсолютно им разные задания, и они будут по нужному техническому заданию для вас все создавать. Действительно ли можно организовать работу воркерами? Да, можно, но вопрос только в инвестициях. Конечно, если будете снимать самостоятельно, то вы тратите только ваше время. Но если, например, вы инвестор, вы хотите зайти в целом в нишу YouTube для заработка денег, то тогда работа с воркерами будет отличным инструментом. Причем, поверьте, мы делали очень много кулинарных каналов. У нас был такой очень классный канал. С 2021 по 2024 было очень популярно обзор уличных рынков. И мы делали обзор и в Китае, и в Индонезии, потому что это супер популярно и не проблема найти воркера. Вы ему оплачиваете обычно за съемку минуты видео. Это может быть от 2 до 10 долларов того контента, который он наснимает по вашему техническому зданию. Если найдете такого-то воркера, который готов сниматься конкретно в рамках этого видео в нише Bushcraft, вы потенциально можете набирать миллионы просмотров. К нам обращаются 3 типа авторов, которые ведут свои каналы. Вы можете быть начинающим автором и хотите, к примеру, научиться делать все самостоятельно. Для этого у нас есть мини-курс про заработок в YouTube. Я считаю, это наиболее классный и полный курс. Он стоит всего лишь 99 евро, и это 20 часов полезного контента. Поверьте, лучше, чем этот курс на русском языке, вы точно не найдете, особенно за такую цену. Если вы хотите обучаться конкретно под нашим руководством, вы можете написать нам. У нас есть услуга, называется консалтинг и обучение. Конкретно мы берем вас за руку, и неделю за неделей мы работаем с вами, давая результат конкретно под вашу нишу. Второй тип клиентов, который приходит к нам, это уже действующие авторы. У вас уже есть YouTube-канал, у вас уже есть неплохие результаты, вы хотите масштабироваться. И мы можем с вами работать в разных форматах. Можем с вами работать за фикс-оплату, мы можем с вами работать за процент от монетизации. И мы можем полностью взять, как весь канал ваш в управление, вы будете просто как автор только смотреть и наблюдать за тем, как YouTube приносит вам деньги. Обычно от 10 до 50% улучшается монетизация с авторами, которыми мы работаем уже с первого месяца. Мы можем построить с вами сетку каналов. Это тоже очень классный инструмент. Мы его обожаем уже с действующими авторами. Следующий тип клиента, как к нам приходят инвесторы. То есть человек, к примеру, он раньше инвестировал в недвижимость, и он видит, что в YouTube есть потенциал на миллионы долларов, и он готов инвестировать в контентные проекты в YouTube. Мы можем здесь работать в разных направлениях. Мы можем полностью собрать для вас команду под ключ. Мы можем вступить с вами в партнерство. Есть очень много вариантов, которые возможны для того, чтобы рассмотреть каждый из них индивидуально, чтобы с вами пообщалась наша команда. Переходите в описание к этому видео, записывайтесь на индивидуальную консультацию. Мы расскажем, как конкретно в вашем случае мы можем быть вам полезны и как мы можем вместе сделать миллионы просмотров в YouTube и как это может принести десятки тысяч долларов для вас. До встречи в следующих видео.